Здравствуйте, друзья! Я вам очень благодарна за ваши добрые комментарии, которые были в предыдущем видео. Если вам нравятся мои работы, делитесь моими видео в соцсетях с своими друзьями. Поддержите меня своими комментариями, лайками. И кто не подписался, прошу, подписывайтесь. Впереди много интересного. А я не остановилась на одной наволочке. Как видите, новую картинку, с которой я немножко буду слизывать, так скажем. На этой картинке много разных сугробов, поэтому я собрала белые ткани, которые у меня были, белые лоскуты разных оттенков. И вот я из них буду делать сугробы. Также мне понадобятся и голубые оттеночки для речки. И первым делом эти лоскуты нам надо прогладить. Очень удобно лоскуты гладить на мини-доске, как у меня. А теперь делаем сугробы. Вырезаем все лишнее. Разные ткани подбираем по оттенку, чтобы у нас лоскуты не сливались друг с другом. Отрезаем все лишнее, все эти ниточки ненужные. И если определились уже, где по месту будет располагаться сугроб, можно уже скалывать иголочками. Наволочка будет у меня 40 на 40, и я буду на передней части выкладывать этот пейзаж. Из голубой ткани, жаккардовой такой вот, с белыми разводами, я вырезаю речку, а затем продолжаю раскладывать сугробы различные формы и оттенков. Если вам нравится результат, то скалываем иголочками все. Вот видите, мне здесь не понравился, я теперь переделываю все. И так пробуешь, чтобы лучше, натуральнее получилось. Вот видите, опять подправляю я. Мне не понравилась река, что она вот одной ширины. У нас как бы она вытекает, она вдалеке поуже должна быть, а уже ближе к нам она должна быть пошире. Все, с рекой определилась. Теперь мне надо расставить домики. Как и где расставлять, сейчас буду смотреть и думать. На домике набрала разных расцветок. Теперь надо определиться, какие лучше нам подойдут. И вот остановилась я на этих 3 домиках. Эти лоскутики теперь надо выровнять, срезать лишние махнушки. А сейчас я примеряю крышу к домику, к первому. А вот этот лоскуток мне как раз подойдет из футера. Вырезаю крышу подходящей мне формы. Подправляю где-то что-то, срезаю, убираю, высоту убираю, ширину убираю и так далее. Срезаю уголочки у дома, который выглядывает из-под крыши. Вот потихонечку так преображается мой дом. Трубу сделала, окно вырезала. А вот дымок. Смотрите, как ожил домик. Перехожу к следующему домику. Делаем крышу. Нашелся у меня флис беленький. Как раз подходит к моим крышам. Ну вот 3 домика уже готовы. Посмотрите. А теперь я буду делать мостик через реку. От дома сделала дорожку и продолжение дорожки после моста. Вырезала перила, которые в снегу все. Определила с размером дорожки. Теперь выкраиваю мосточек из досок. Нашелся лоскуток, вырубчик, как раз подойдет. Вырезала досочки. Вот такой мостик. А теперь приклеиваем клеевым карандашом все свои детали, чтобы легче было стягать. Посмотрите, как изменилась моя картинка. Какая прелесть. Дома прям дым, прям натуральный. Вьется. Елочки появились. Деревья на заднем плане, елки. Деревья белые в снегу, а елки почему-то без снега. Вырезала заборчик такой коричневый. Нашла белую пряжу акриловую и решила вот добавить сюда мне в сугробы
Нашла еще незаконченную вязку и распустила, вот видите, этими велюшечками. Тоже набросала в сугробы. На елочке я разложила синтепон, как будто это снежок. И возле домов сделала сугробы, такие небольшие, немножко прикрывают край дома. Картинку накрыла я фатином, и теперь надо все отгладить. Старайтесь утюг переставлять, а не передвигать. Через влажную тряпочку проглаживаем, отпариваем. Для надежности я все-таки сколола кое-что и приступаем к стежке. Простегала я все детали, крыши, домики, трубы, елки я прошила, забор прошивала простой строчкой прямой, деревья прошила вот так, сделала стволики, сделала рамы в окнах, дверь прошила и ручку сделала. И остается у меня верхняя часть. Вот я решила вышить там снежинки вручную. Ой, мне так нравится моя картинка, прелесть. Зима в деревне. Красота. А вам как? Пишите. Пишите обязательно в комментариях. Вот и вышила я снежинки. Повесила на небо месяц молодой. Несколько раз прихватила дымок, чтобы он у меня не разбежался потом после стирки никуда. Прошила трубы с двух сторон. И снаружи, и внутри, чтобы ткань не расползалась. Она рыхловатая такая, и нитки могут выползать. И домик тоже вот прошила. А вот здесь иногда попадаются ниточки. И вот хорошо, когда фатин, можно вытащить. Иголочкой тихонечко вытащить. А из-под органзы уже ничего не вытащишь. Некоторые пишут, что мы копируем друг дружку. Все равно мы одинаковые, никто никогда не сделает, никто никогда не сошьет. Вот я смотрела на одну картинку, у меня получилась совершенно другая, потому что другие ткани, качество ткани другое. У кого как фантазия разыграется, что-то добавляем свое, совершенно другое. И вот в итоге получается совершенно другая картинка. Не такая, как была. Если вам понравилась именно моя идея, опять прошу вас поставить лайк, поделиться своими друзьями этим видео. И обязательно пишите свои комментарии. Это нас очень стимулирует на дальнейшее творчество. Я вам желаю крепкого здоровья, радости побольше. Всего доброго. До встречи.